Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку в моей коллекции, и мы рассмотрим самосвал на базе полноприводного шасси CRAS 255B от Start Scale Models в масштабе 1:43. Это довольно старая модель, она уже снята с производства, хотя ее все еще можно найти в открытой продаже. И первые грузовики SSM показал в ноябре 2015 года. Их продавали по цене в 3450 рублей, затем цена немножко подросла до 3850 рублей. И было представлено два варианта окраски этого грузовика. Первая машина в классическом темно-зеленом цвете, а второй грузовик был окрашен в менее популярный песочный цвет. И та же история, как с грузовиком ГАЗ-63 от Костромы. Зеленые грузовики быстро исчезли с продажи, а песочные вполне можно найти за умеренную цену. И свою модель я приобрел в коллекцию в конце прошлого года по акции со скидкой, и эту модель продавали в одном крупном российском онлайн-интернет-магазине за 1999 рублей. На мой взгляд, это хорошая цена за такой уровень проработки, тем более интересный прототип. Также современная журнальная серия приближается к этой отметке, а тут вы получаете более качественную дорогостоящую модель за те же деньги, плюс она идет в красивом дисплей-кейсе. И грузовики у SSM друг от друга отличались не только схемой окраски, но и номерными знаками и надписями на кузове и на кабине. И, по-моему, был CRAS еще российского производства, правда, у него был другой самосвальный кузов. И насколько я понял, это уже послезаводская переделка. С завода подобных машин не выходило, во всяком случае в советское время. И такие грузовики встречаются на дорогах общего пользования, и в сети можно найти различные фотографии, как с похожим кузовом, так и в другом варианте исполнения. И здесь коробка среднего размера, она чуть крупнее, чем стандартная упаковка от SSM, но значительно меньше, чем крупные коробки, в которые упаковываются автобусы и сцепки. Здесь картонка, на мой взгляд, чуть меньшего размера, чем должна быть на самом деле, потому что она просто натянута на пластиковую упаковку. И картонка выполнена в классическом стиле, серый цвет с логотипом SSM, указан масштаб. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае, есть наклейка с артикулом, по которому можно найти эту модель в интернете, указан прототип, CRAS 255B, самосвал и цвет бежевый. И эту модель я взял в нагрузку для полноты коллекции. Видите, у меня порвалась упаковка, как я не старался аккуратно вынуть модель из нее. Но это нормальное явление, потому что, повторюсь, здесь картонки очень непродуманные. И здесь, конечно, нужно делать более хорошую упаковку, если мы говорим о премиальных моделях. А, насколько мне известно, SSM все же метит в этот сегмент. Дисплей-кейс здесь, во всяком случае, без каких-либо повреждений. И это довольно тяжелый грузовик, потому что у него металлическая рама и металлическая кабина. И аналогичный самосвал также был продублирован в более бюджетном варианте исполнения в коробке от Автоистории, и модель от Аиста продается за 1850 рублей, значительно дешевле, чем первоначальная цена на этот грузовик в коробке Start Scale Models, но если учитывать скидочную цену на эту модель, брать более бюджетное исполнение, во всяком случае для себя, я не вижу смысла. И модель от Автоистории не сильно отличается от варианта в коробке SSM. Единственное, у модели от Автоистории не окрашена рама и колесные диски, кабина изнутри из черного пластика, и вместо стеклоочистителей из фототравления на модели от Аиста установлены дворники из пластика, окрашенного серебристой краской. Ну и, естественно, на модели от Автоистории не поставляется прозрачный дисплей-кейс, а машина пакуется в картонную коробку. И если посмотреть на то, как собрана и окрашена эта масштабная копия, то здесь нету каких-либо нареканий. Очень аккуратная покраска, отсутствуют пятнышки клея, также мусор в лакокрасочном покрытии. И мне очень понравилось, как здесь окрасили кузов. Он не просвечивает на свету, как на других самосвалах от этого бренда. Также модель значительно украшают надписи. На дверях это перевозка пассажиров запрещена, и на кузове эта надпись «Поднял кузов, поставил упор». И странно, почему
SSM не украшает свои модели, а в большинстве случаев делает чистые экземпляры. Deep успешно пользуется такими мелкими нюансами, которые, на мой взгляд, сильно оживляют масштабную копию. И также здесь в комплекте идут номерные знаки, которые вы можете установить при желании самостоятельно. Здесь отлично реализован подъемный механизм кузова, окрашены гидроцилиндры, также присутствует карданный вал, есть запасное колесо, ящик за кабиной, 2 топливных бака, и снизу на кузове установили спереди 2 черных брызговика. Сзади они отсутствуют, и сзади присутствует 2 фонаря красного цвета, это прозрачные пластиковые детали. Есть цепное устройство, правда, крюк здесь не функциональный, как на моделях от Deep Models. При желании можно его демонтировать, поставить другую, более изящную деталь. И у этого грузовика мне очень нравится, как сделаны покрышки. И это уже улучшенная резина от Starscale Models. Здесь хорошо читается боковая маркировка. И подобные покрышки вы также можете встретить в наборах АВД дополнения. Одну покрышку я вам покажу. На эти наборы я уже делал детальные видеообзоры. И покрышки ничем не отличаются от аналога, установленного на модели SSM. И в плане проработки эта резина не намного хуже, чем вариант от Maestro Models. С учетом ее цены, резина от Maestro продается в 5 раз дороже, чем эта покрышка. И эти покрышки теоретически можно поставить на модели от нашего автопрома. Правда, у НАПа, по-моему, чуть меньше диаметр колесного диска, и нужно делать какую-то подложку, чтобы покрышка не болталась. А если вы будете использовать диски от Maestro Models, то они просто так без доработки не встанут в посадочные места на модели от SSM и на модели от нашего автопрома. Нужно будет менять оси на более тонкие и также дорабатывать крепежную точку на колесном диске. Кабина здесь вполне нормальная, хотя были разговоры о некоторых неточностях в передаче образа настоящего грузовика, но мне ничто не режет глаз, за исключением огромных заклепок на передних дверях. И, конечно, эти детали нужно делать намного мельче, но здесь тоже есть некоторые ограничения, и я думаю, что совсем микроскопические детали просто нереально сделать в 43-м масштабе, потому что они просто впоследствии зальются краской. Отдельные дверные ручки, поручни на кабине здесь отлиты единым целым с задней стенкой, их тоже можно было сделать как-то изящней, и у этого грузовика очень хорошо изготовлены зеркала заднего вида. Правда, это очень хрупкие элементы, и зачастую при изъятии модели из дисплей-кейса эти детали могут сломаться, так что будьте предельно внимательны. Хорошо сделана светотехника, хотя проглядываются черные точки, это детали от литника, присутствуют поворотники. Также они продублированы на крыльях в оранжевом цвете. Есть габаритные усы. Эти детали, на мой взгляд, могли быть сделаны более привлекательно. Есть радиатор охлаждения, он окрашен в цвет кабины грузовика, и присутствует надпись «КРАС». И, конечно, прочитать, что здесь написано, практически невозможно. И такое ощущение, как будто ее просто намазали кисточкой, а не методом тампа-печати. И также здесь установлен небольшой маскот. На мой взгляд, эта деталь должна быть чуть крупнее. Также по бокам установлены канистры, есть ресиверы, подножки из пластика. И давайте для сравнения я вам покажу еще один самосвал, только от Premium Classics, и это не полноприводная версия. Здесь точно такой же кузов, похожая кабина, правда, здесь отсутствуют заклепки. Тоже похожие крылья, правда, на полноприводном варианте они чуть шире.
Точно такая же осветительная техника, такой же радиатор охлаждения, точно такой же механизм подъема кузова. И на этой модели я заменил покрышки, и это тоже резина от Starscale Models, только она использовалась на более поздних моделях. Изначально на этом грузовике были широченные покрышки, которые отдаленно напоминали настоящую резину, и вы можете посмотреть на оригинальные покрышки в детальном видеообзоре на эту модель, который я выкладывал несколько месяцев назад. Так что вот такой симпатичный грузовик, который вы смело можете приобрести в свою коллекцию, если вы собираете отечественную технику. И, повторюсь, мне эта модель очень понравилась, несмотря на то, что сам прототип для меня не представлял большого интереса. И пишите ваши комментарии, собираете ли вы отечественную технику в коробках Starscale Models. Возможно, вы предпочитаете более дешевый вариант от автоистории с последующей доработкой. Также поддержите видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются редкие интересные масштабные модели. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!